There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр, и сегодня мы с вами играем в Genshin Impact. Вчера мы наконец-то опробовали местный гвинт, заодно и поиграли с человеком, мне даже зашло. Только единственное, что мне не понравилось, это потребность постоянно менять персонажа. Сделали бы так, как и в Ростоуне, да, что все стоят на полотне и все атакуют. Вот. Они решили сделать чисто под механику самого Геншина. Так. Ой. Сегодня мы постараемся попасть на сюжет опять. Пройдем ежедневки, получим, кстати, почту. Ой, я молодец, получаю по 200 кемов. Не зря прохожу всякую херню тут. Так, 374. Давайте сразу купим, чтобы понимать, сколько нам не хватает. Камни истока. 54. Ну, там можно, мне кажется, покрутить, потому что бесполезно. Не будет у меня сегодня 160 после ежедневок. Поэтому, мучача, сегодня твой выход. Так, опять ничего. Так, история. Там немного надо крутить, чтобы хотя бы хоть что-то выбить. Так, 5. Была 6-я, да? Да, это была 6-я. 7-я пошла. Моя тоже особо не порадовала. Так. Ходим по-быстрому на ежедневки. С вашего позволения, конечно. Сегодня, они у нас на Инадзуме. Надо бы как-нибудь свои ежедневки куда-то приземлить, а не так, что рандомно. А то на Инадзуме такие себе ежедневки, я честно скажу, мне они не очень так и нравятся. Я думаю, многие люди меня поймут. И кто-то простит даже. Так, пока он загружается, я водички выпью. Слушать во рту бывает. Эх, почему-то на телефоне загрузки чуть-чуть совсем побыстрее. Ну, как я заметил, по крайней мере. Что от меня хотят? Смотри, хватит еще накрутку, оказывается. Даже на 8-ю хватит. Того мне их нужно 3, чтобы хоть что-то получить. Кстати, в курсе, а когда бездна в следующий раз обновляется? Что-то я упустил этот момент. Вот, о чем я и говорю. Ежедневки на Инадзуме, как я их ненавижу. Укради и убеги. Зашибись. Типичная стелсовая игра Genshin. Угу. Ну, бери. Тормозит. Кто меня спалил? Никто, да? Просто решили повздрючить немножко. Ладно. Надеюсь, мы справимся. Да? Это были все охранники. Ну, лохи, что я могу сказать. По-другому вас и не описать, ребята. Лашпеты. А я молодец. Я все сделал. И все собрал. Показалось, комп горелым пахнет. Походу с улицы. Я очень надеюсь, что это не комп. Ибо будет крайне обидно. Так, у нас на досуге дня ограниченная по интеллекту битва. Как раз таки для меня. Так. А вы его типа лечите или что, ребят?
Давайте подкатывать, будете тоже получать по голове. Так. А, я не понял персонажа. Иди! Вот так вот. Успел утонуть, еще так. Съешь это. Нормально, у нее такие реплики, да, мне нравятся. Вроде бы 4-звездочный персонаж, но она капец какая мощная, по мне. Так, следующая ежик Дневка. Ой, ведет нас туда, где у меня вообще не открыто. Спасибо. Буду придется играть моной. Хотя тут по островам, наверное, можно пробовать, но это зверски неудобно. Опять же, обращаю внимание на сюжет, на ежедневки и на зумы. Какие же вы всратые все-таки. Так, пока я не забыл, поменяю на чучушку. Я понимаю, что главный герой это тоже легендарка, его все, конечно, любят. На самом деле нет. Но Чича для меня более любимая девчонка. Хотя бы потому, что она девчонка. А, не падай только. Не падай только, пожалуйста, Кадзуха. Кадзуха. Хорошо, что он может немножко взмыть вверх. Иногда это максимально выручает. Как же красиво. Садгономия. Особенно, когда нету попрыгуней. Как я ненавижу вас. Маленькие, бесполезные говнюки. Почему-то из всех боссов и мобов меня бесит именно попрыгуньи. По-моему, это самый всратый моб. Так, уничтожьте руинный механизм без проблем. Наверное, особо атмосферно бить эти механизмы, играя за персонажа Элой. Для тех, кто не знает, его тематически вводили. Но есть он в итоге не у всех. Угорь. Я думал, это змея была, нет? Так. Где-то... А, вы двое все-таки. Я второго не увидел, он превратился в цветок. Мимикрировал. Давай, снимай туда, сай. Все, нифига себе ты его снесла. Чича, оказывается, тоже не промах. Давайте, взрыв. Искусство это всем известно, да? И опять за 3-9 земель бежать, да? Дай угадаю. Ну, почти. Как же мне повезло, что все-таки там есть телепорт. А на этом острове по всем странностям нету. Почему-то только вход в этот подземелье, который открывается, походу, головоломкой. Ибо в прошлый раз я не нашел входа. Ох. Ой, господи. Сегодня все испытания, которые ненавижу, где? Их надо. Насколько это всрато сделано. Гей-дизайнеры! Почему? Где? Вот. Одну. А, все? Я случайно ее забрал. Ну, повезло, повезло. Так, сдаем задание, ловим бабочек, и можно будет уже направляться в более интересные места.
Промежуточный том. Инверсия бытия. Наверное, вот это надо будет пройти. Обязательно. Наверное, тогда я зря переименовал, да? Уже квесты персонажей идут, всякие интересные. За ночь является ночная птица. Ну, хорошо, что далеко не надо бежать. Ура мучачес нас ожидает, да? О. И шагнуть даже не успел. Сразу все началось. Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. Научная работа, well, if эссе. it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? The Tatarasuna mystery. When so much remains unexplained, there's little to be objective about. Unless, of course, you restrict yourself to textual criticism. Yeah, well, this is my teacher's area of research. I can't change that. But it's fascinating enough without having to sensationalize it, don't you think? The strange location, the missing details, a mysterious person. I want to write my essay on something interesting, and I'm interested in getting to the bottom of all this. That's the only reason I came to you. Yes, you came to me, so all the more reason to take my advice. The fact is, it's the dramatization that will make people want to read it. There's no getting around that. Okay, but... Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma! Is it just Paimon, or is it kinda unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about Давай-ка подойдем с тобой поближе и послушаем. Great! Let's go find out Давай! what this Tatarasuna mystery is all Что about. это за загадка Татарстана? Инверсия бытия. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about Вот бы him, найти this seems like знаменитого the kind of thing he'd know путешественника. about. А вот и я, собственной персоной, мужики. А ты меня ищешь, да? Oh, you're the А traveler, вот и you say? путешественник. Hey, what's with that face? Don't believe us? Ну, если не веришь, то я просто ухожу. No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. Загадочная белоснежная спутница, о да. Еще та загадочная, я бы сказал. Examining the evidence. Sorry. Oh, so what? For the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kind of lacking. Совсем Traveler, печально. I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because Да, расскажите нам побольше о Татарстане, пожалуйста. Ah, I see. Прости, я не могу тебе помочь.
My teacher chose this area of research as a Наставник, personal походу, у него в personal сове, да? He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatara Suna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatara Suna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatara Suna. The writings mentioned Это не тот someone меч, by the который name Кадуха of носит, да? Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatara Suna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow! Did I get lucky? Stop shouting! Не кричи так. This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the Government Records Office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatara Suna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Wait, so there are 2 missing people in the story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith Так clans сказать, of немножко слышали. Inazuma? Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners да, это of который Ishin art. Наш любимый Something then Кадзуха. seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. Kaidahara clan? Клан Кайдахара. Sawada, you left out the biggest detail of all. Есть что-то еще? Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about Ну-ка, to давай be рассказывай. blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabuki Mono was not a human, but a puppet. A puppet? Ну, это как бы логично, что они говорят про скоромуш, да? Judging by the Я looks думаю, on да. your faces, you do know something after all. Это ведь про него миссия, если я не ошибаюсь. А, типа, заткнись, Паймон. Не рассказывай. No, Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. Бедный Паймон. I Запугал тебя agree. путешественник, It да? does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. Ну, читать мы это, конечно, не будем. Кто захочет, на паузе прочтет. Читаем, читаем. 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 Еще раз читаем. Еще немножко, еще чуть-чуть. Так, так. И дочитываем, наверное, да? Примерно вот так. Oh,
And please read my essay draft as well. А, еще. Читаем. Мы надо читаем. Ставим на паузу, читаем. Очень интересно. В скобочках нифига. Мне теперь они не просто вставляют в квесты одни только диалоги, а теперь просто заставляют читать, вместо того, чтобы озвучивать. Спасибо. Спасибо вам большое. И так давно не хватало книг, что я решил зайти в Genshin. Угу. Потом игроки будут просто сами сюжет придумывать, даже не читать. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Oh, how about if I plug the holes in Sawana's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Да, слушай, больше похоже на развлекательную литературу. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. This is as much detail as you're ever going to get. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Тогда мы не будем вам мешать. Other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay. Да, удачи. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the Baladier, doesn't it? Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about Привет, Джун Ли, дед. Расскажи мне, пожалуйста, когда ты мне в молитвах выпадешь? Ты обещал вообще. Подписывайся на канал, ставь лайки. Будем играть вместе, если, конечно, хотите. Вот. И также можно игры заказывать. И что это, скрадороча? Я видел скрадорочу. Ну смотри, дед, я тебя буду ждать. Да, бежим за скрадорочи, быстрее. Это он так промелькнул, да, что его типа было не видно. Потому что сразу понятно, что это скрадороча. Это знаешь, это помогите Даше путешественнице найти жулика. О, жулик. Сейчас ему зададим этой тени. Ну что, тень, рассказывай. Не знаю, я хочу, как ты его... В смысле назови? Его можно будет называть? Слушай, ты мне спойлеры... Пока спойлеры не кидай, чувак. Так, вот Нахида. Приветики, это вы. Приветики, пистолетики. Нахида, плохие новости. Мы только что видели сказителя. Он сбежал... Вон... вот он. Да, это и правда вы. Не, ничего страшного, все нормально, дед, оставайся. Ты же дед, ты не знал. Позволь мне все объяснить. Это была моя идея освободить Скрадорочу. Мы заключили сделку, он проведет исследование в Терминсулю для меня. Сделку? Ты стой, мы веришь, что ли? Ну, вы ожидали другого. Зачем иначе было оставлять меня в Сумеру? Или все ваши мысли только о том, как меня чпокнуть? Если так, то почему вы еще не принесли презервативы? Не обольщайся, просто Нахида считает, что в тебе есть какая-то тайна. Крутяк вот. И руки в боки. Значит, если бы не тайна, вы бы меня кокнули. А ты уже не такой неженка, как раньше, чувак. Многоточие. Мы типа злимся. Ну вот, ссора. Плохое начало. Перестаньте, пожалуйста. Пожалуйста, не надо.
Нахида, мы переживаем, что он тебя обманет вообще-то. Редко увидишь чудаков, которые сомневаются в мудрости, божества мудрости. Очень интересно. Прекрати сеять раздор, пожалуйста. Если условия сделки разумные, не вижу причин для беспокойства. Даже в случае со скородрочей. Конечно, я не сомневаюсь в твоей честности. Тем более ты уже заключила сделку с доктором. Да, я получила от него ценную информацию. Думаю, со временем ты ее поймешь. Почему ты на мою письку показываешь? Вот только что, видели? Сказитель потратил много сил во время исследования последней битвы, поэтому сейчас он не представляет для нас никакой опасности, и сам он просто лошок конченый, комнатный. Кроме того, он был номером 6 среди предвестников. Короче, это шестерка. Конченая шестерка, короче, опущенный. И знает много секретов. Если заточить сказителя в Сумеру, он может стать легкой добычей для Фатуи. Подожди, что значит был? Он больше не предвестник, что ли? Так, мне это неприятно говорить, но, кажется, доктор не готов принять обратно неудачника, поэтому сказитель стал не нужен. Да, Джун Ли, со мной играть можно. Но сюжетку вроде нельзя проходить вместе, да? Потом можно будет сходить в данж куда-нибудь. Например, на оружие. Я хочу покачать оружие для тортика. Да? Хороший, да, скородроча. Сказитель стал не нужен. Одни люди используют вас, другие используют... язык заплетается уже. Отношения, основанные на выгоде, самые прочные. Именно на этом принципе Фатуи строили отношения со мной и между собой. Пока ты сколько-нибудь стоишь, от тебя не откажутся, но нужно признать, что после недавнего происшествия я несколько упал в цене. Правда? Какая досада. 18 ранг? Если Фатуи придумают, как меня использовать, мне стоит иметь запасной план. Так-то. Не знаю, а можно ли попадать в мир? Подожди. Если меньше ранг, можно в мир попадать? Получается, я к тебе смогу попасть, нет? Я к тебе, а ты ко мне не можешь, по-моему, да? Видишь, они ясно высказались против. Вы, друзья, думаю, ты прислушаешься к их мнению. Конечно, Нахида, не слушай этого болтовню. Давайте обсудим это позже. Еще есть время. Так, подведем итог. Сегодня мы сделаем первую попытку сотрудничать. Так. Хорошо, я сделаю то, о чем мы договорились. Да, будем оставаться на связи. Нахида, ты что, серьезно, что ли? Да. У меня есть свои причины. К тому же, я это делаю для тебя, мой сладкий. Для меня, мой сладкий. Да, я же сказала, что в Ирминсуле хранятся записи о твоей сестре. Точно, мы сегодня как раз пришли узнать об этом. Есть новая информация? Угу. Возможно, ты понимаешь. Помнишь, в прошлый раз я говорила, что Фатую не внесли свою сестру в список сумасшедших. Это очень важный момент. Возможно, у Фатую есть информация, которую даже я не знаю. Сказитель был одним из предвестников и осведомлен лучше меня. Перед неудачным превращением в нового Архонта он обрел способность устанавливать связь с Ирминсулем. Сейчас он лишился сердца Бога, но способности у него еще остались. В Ирминсуле хранятся огромный объем информации. Даже мне не под силу быстро изучить ее всю. Поэтому я предложила сказителю вместо меня отправиться в Ирминсуль, чтобы найти информацию о сумасшедших. А сказитель лучше разбирается в этом, так что справится быстрее меня. А если он тебя обманет, девчоночка? Погоди, где надо играть? Куда? Я как-то неправильно играю? Это надо на Азии играть или где? Тут ты меня пугаешь, дед.
Я понимаю, что ты архон, короче. Я-то нет. Наши сознания несколько раз объединялись. Я знаю, что в глубине души ты очень тоскуешь. Это напоминает чувство, которое испытывает человек, когда ищет в ночи туалет. Как архон Сумеру, я должна принять меры для защиты от сказителя, но я еще твой друг, и все время думаю о том, что я могу для тебя сделать, ну, помимо интимных услуг, конечно. Если сделка со сказителем даст ответы, которые ты так давно ищешь, все будет не зря. Я не знаю, наверное, на Европе. Но у нас как бы других выбора нету. Конечно, Европа, здесь же по-русски версию. Нет же отдельно русского сервера, есть только европейский-то, еще какие-то. Спасибо, Нахида. Не благодари. Ты герой Сумеру. Ты это заслужил. Ой, спасибочки, я герой. Паймон все равно беспокоится, как мы можем помочь. Вообще-то я хотела связаться с вами, но вы сами ко мне пришли. Похоже, вы читаете мои мысли и переписки. Да. На самом деле я хотела, чтобы Алрос помог мне следить за скородрочей. Хотя сказитель практически утратил силу, он все равно остается предвестником. Если ты отправишься вместе с ним, мне будет намного спокойнее. Конечно, я тоже буду помогать вам, направлять вас изнутри Инверсия. Понятно, ладно. Спасибо-таки. Подготовьтесь, я отправляю вас в Инверсию. А мне выбора не было, я не подготовился, а зачем так быстро? Вау. Реально? Вау. Интересно, а здесь есть какой-то лут? Подожди. Это все бутафория, да? Туда не подняться? Прикол, сейчас какой-нибудь сундук найдем там вдалеке. Мне кажется, что можно туда попасть. Привет, дроча. Да, все играют на Европе, кто говорит по-русски. Ну, все, кто находится на материке на этом. Евразии. Всем привет, Максим Вовка. Тебе привет, Максим. Подписывайся, ставь лайки, будем вместе играть. Так, я буду следить за тобой вместо Нахиды. Привет, Хех. Всем велкам. Вообще-то ты арестован, так что хватит тут распускать хвост. Привет, Максим. Я понимаю, что надсмотрщики рады поиздеваться над заключенными. Это нормально, но сейчас я временно на свободе. И вы встретились. Так. Какой отряд поставить на Яе? Слушай, не знаю, я за нее ни разу не играл, если честно. Яо и Мика, да, которая? Наверное, не знаю, какой-нибудь водяной, наверное. Потому что электро... А, нет, по-моему, электро с этим, со льдом прикольно работает. Это так. Так, понятно. Ладно, так летим перемирие, но только до конца этого задания. Давайте не будем создавать друг другу проблемы. Нам еще вместе выполнять задание. Согласно уговору с малой властительницей Кусанали, я пойду первым, чтобы прокладывать путь и устранять опасности. А вы должны просто быть паниками. И не так. Можешь добавить меня. Друзья, в смысле? Давай добавлю, сейчас только закончится вот эта вот сюжетная арка, вот эта вот одна, я тебе добавлю. Если возражения нет, нам пора отправляться. Фига себе, у него на шляпе там это сзади, видите? Флаги висят. И надзумские. Какая-то язва. Это просто невыносимо. Оставь свой оргазм. Можем начинать. Доступ в Инверсию открыт. Выполняется подключение. Is this a small sapling? Это 100 росток? Oh,
Вот, надо его догнать. Да? Давай догонять. Крамуч, подожди. Я представлял это иначе. Как необычно. По-моему, будто бы оказалось в каком-то священном месте. Зашибись. Иногда обратите внимание на перевод. Они такую херню пишут. Мне кажется, что титры пишет какой-то, не знаю, робот. Нет, даже не нейросеть, а Google переводчик какой-то. 10-летней давности, по-моему. Малая властительница Кусаналия, мы отправляемся в сердце Ирминсуля. Ты еще чувствуешь, где расположено его сердце? Да, ты разрешишь мне отправиться туда для поиска данных. Разрешаю, действуйте. Пошли, держитесь рядом, не потеряйтесь. Эй, а что будет, если здесь потеряться? Ты почему ухмыляешься, сволочь? Просто представил выражение лица путешественника, если ты потеряешься. Здесь никто ни от чего не застрахован. Короче, они в Россию упали. Для вашей же безопасности старайтесь следовать за мной. Это они попали в Омск после Нового года. Типа, никого нету, и везде огни. Новогодний Омск. А если заступить за линию, то снег вперемешку с мочой разъест твою ногу. А, типа нельзя трогать данные из Ирминсуля? Ну? Вот эти штуки трогать нельзя, или что? И ты сам тронул, кстати. В смысле, а нахера ты трогаешь тогда? Ты сказал, нельзя трогать, мужик. Ты долбанутый? Может, надо вперед него побежать? Эй! Передрочер, ты чё? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? We're here. What a huge tree! Какое огромное дерево. Так, вчера мне выпали Ян, Фей и Фрузан, и Тома с десятки. А сегодня с одного Синсю. Ну, Синсю классный чел, кстати. Что-то тебе много персонажей падает. А то я даже когда кручу десятки, мне в основном падает оружие. Ну, имеется в виду 4-звездочное. Хорошо, что в ивентовых баннерах нету 5-звездочного оружия, иначе бы я его только и получал. Потому что оно у меня падает с обычного баннера. Всегда. Все остальное я поручаю тебе. Если что-то обнаружишь, обязательно сообщи нам. Хорошо. Теперь нечего делать. Хотите ко мне на чай? Да, ты беззвучий. Но ты же дед. Ну давай, наливай чай. А почему ее диалоги находятся в скобках? Ну, обычно, когда наш персонаж думает... А, это типа они мыслями общаются, поэтому в скобках, типа, да? Они думают. А зачем уже жопу сказителя показывать? Он же не вайфу. Да, он еще не осознал. Возможно, сегодня он сможет найти ответ.
связано с его прошлым, так называемым проницательность твой конек. На самом деле я кое-что видел в Падрис, когда был рядом с кем-то там. Ты девочка, которая маскируется под деда. Ты, значит, бабушка. Он является сейчас. А Паймон думала, что ему море по колено. Оказывается, он такой же ранимый, как и все Dead Inside с 2007 года. У каждого есть прошлое, Паймон. Даже у куклы созданы электроархонтом. Добавила? Добавила в смысле в этом... В игре, да? Сейчас, у меня просто, понимаешь, очень длинные ролики в этой игре. Нахида. Правда? Судя по их словам, в истории Татарстана много белых пятен, а недостающую информацию люди просто подменяют собственными домыслами. И они так считают, что у меня на озвучке Паймона аж язык заплетается. И слюни летят. Обижно. Ладно, тогда я буду прадедушка. Неужели их догадки верны? Must be a riveting conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. Почему ты так решил, что мы разговариваем? Не держи меня за дурака. Вы уединились для беседы, значит, точно обсуждаете меня. Мы не обязаны все тебе рассказывать, чувак. Может, у нас интимные вопросы, понимаешь, решаются? То верно. Нельзя допускать, что ваш пленник знал слишком много. Ну, ты что-то нашел? Пока еще ищу. Да? Упражнение для буквы «Щ». А у вас в Эрминсуле ничего нет. Подожди, ты знал об этом с самого начала? Мы же неоднократно встречались. Ты известная личность. Было бы странно, если бы я ничего типа не знал. Ну, кстати, логично. Это, по-моему, Скоромучий единственный логичный персонаж из всех. Чел, с тобой не просто общаться. Сейчас нам лучше остановить вражду. Я не хочу причинить себе новые страдания, а дружеская беседа мне вполне по силам. Еще и дружеская. Подожди. Скоро батя придет, хорошо. Что не сделаешь ради своих подписчиков? Тише, подожди. Господин Нива, вы уверены, что хотите пойти на риск? Мы обсуждаем город Татарстана. Возможно, не стоит действовать необдуманно. Больше никто не сможет пойти в город. Это должен был я. Да. Да, если вы настаиваете. Такой голос прям японский. Что? Это имя Нива, это же машина. И она в Татарстане. Ого! Я уже провел немало времени в Татарстане. Вы и Максим Нагамаса оказали мне большое гостеприимство. Вы очень великодушны. Под вашим руководством Татарстан стала уютным и гостеприимным местом, как одна большая деревня. Здесь люди тусуются, ставят перед собой цели, и их жизнь полна смысла. Насколько мне известно, Сёгун Райден расправилась с большой частью зла, левствующего в Инадзуме, а Татарстану изначально создавали для безопасного использования кристального костного мозга. Для нужд обработки кристального костного мозга в Татарстане стало развиваться кузнечное дело. Появились поколения искусственных кузнецов. Ну это...
Пускай будет Татарстан. Может быть, тут татары живут. В любом случае, татары, даже если Татарстан. Если Татарстан. Что ж, Аками говорил, что случилось благодаря вашему... Так. Райден? Ты имеешь в виду сюжетку Райден? Да, сюжетку Райден я прошел, конечно, давно еще. Оно даже на канале где-то есть. Я просто забыл, как видео. А, видео называется так же, как и сам квест Райден. Даже сейчас вы остаетесь одним из главных консультантов Татарстана, работая здесь рядом с вами. Именно вам мы обязаны изменениями в нашем производстве и способах упаковки. Вы мне льстите. Металлургическая отрасль Инадзумы изначально заслуживала восхищения. Для меня большая честь познакомиться со всеми вами. Вы так говорите, Эшер, но правда ли это? Господин, что вы имеете в виду? До сегодняшнего дня я не хотел думать, что все связано. Я не хотел строить догадки, я не хотел верить, что мы придем к такому результату. Нет, это было вообще не сложно, а обычная сюжетка там. Делать-то и нефиг. Чисто почитать, посмотреть, знаешь, как фильм. Для меня в игре был только самый сложный момент. Это один дополнительный квест на Татарстане, ну, на Татарасуне, как правильно говорить, да? Там был такой профессор Ксавье, и там надо было охранять какой-то монолит. И там было сложно. Потому что монолит постоянно убивали. Так вот, примерно. Ой. Слушайте, пока тут они общаются, я пойду себе воды налью, что-то в горле пересохло немножко. I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. Холодненькая водичка. Ух, чувствую, эта глава про Скоромучу будет очень долгая. Наверное. Если ты говоришь, что ему можно будет поменять имя, то это даже как-то странно. Даже как-то не верится, что ли. Кстати, дед, подскажи, пожалуйста, как дела обстоят со звуком? Хорошо ли меня слышно, четко ли и не перебивает ли игра? Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatarasuna has worked. Ну, ничего страшного, все хорошо. What you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? А ты сейчас как в школе учишься, да? А, сегодня воскресенье, точно. A moment like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. Спасибо за информацию. А ты... Ты все же чуть умнее, чем я ожидал. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start.
Путь из Надзумы в Фонтейн не близкий, но это их не остановило. В конце концов, им удалось выяснить, что Эшер — это псевдоним, и я вовсе не из Фонтейна. Но вы все равно не представляете, кто я и что я ищу в Татарстане. Ты действительно думал, что сможешь помешать моим планам, да, говнюк? А, 4 класс. Ничего, у тебя все впереди еще. Вовсе нет. Есть еще один человек, хотя некоторые люди не считают его человеком. Ты сказал ему однажды, ты не кукла, а такой, как же человек. Просто без сердца и... Ладно, не буду говорить без чего. О, что? Те, кто стоят за тобой, рано или поздно будут разоблачены. Но все это бессмысленно. Чего ты пытаешься добиться? Зачем ты все усложняешь? Нисколько не усложняю терпение добродетелю, которого у меня в избытке. Все это тщательно контролируемого эксперимента. Ага. 4 класс, выпускники прям, да? Ничего, тоже событие, понимаешь? Каждой минуты надо, как сказать, выжимать пользу. Даже из шкилы. Кстати, посоветуй мой канал друзьям, если они тоже играют во что-нибудь. Было бы очень приятно. Я как бы не заставляю, но было бы прикольно, если бы ты им тоже скинул мой канал. Спасибочки. Ага, награждать даже будут. А ты как, училась на отлично? Я до 5 класса был, по-моему. Но я хорошо учился достаточно, потом троечником стал. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Если не ты, то кто-то другой рано или поздно воспользуется этой доверчивой куклой. Иначе зачем еще человеку дружить с представителем другого вида? Ну, самое главное, что это на тебя не гавкали учителя и друзья были. Остальное приложится обязательно. Мы всегда считали его одним из нас. Ему не нужно ничего доказывать. Не все люди используют других ради выгоды. Так поступают лишь такие, как ты. Чё ты смотришь? Чё ты смотришь-то, а? Чё ты смотришь? Бородатый дед. Я про того деда, который в красном. И упал, как мешок картошки. Какой идеализм. Я чуть было не почувствовал угрызение совести. Ладно, из уважения к тебе я представлюсь иначе. Если хочешь, можешь считать меня монстром или демоном. Так ты умрешь не по собственной глупости, а потому что проиграл тому, чьи силы намного превосходят твои. Ну, Макс, я жду Аль-Хайтама. Яо-Яо, и мне что-то не очень понравилось. Я уже видел на ютубе геймплей с Лидой. Там она кидает какого-то Пикачу, который то ли бомбы кидает, то ли бомбами лечит. Хотя, слушай, нет, Яо-Яо, за нее бы я тоже бы поиграл. Но я очень жду Аль-Хайтама. У него способности такие же, как... Что? Это доктор? Серьезно? Это мальчик обоссанный. Вот. А Аль-Хайтам, у него такие же способности, как у Кецин, только Денра. И мне это очень нравится.
И вообще, я хочу Кицин, а она мне не падает. Даже с обычного баннера. Скоромуча. Он думает, он сосредоточен. Что такое? Доторе. 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 У него голос такой прикольный, да, в английской озвучке? Такой, ха-ха, доторе. Отлично, отлично. Повезло, повезло. Это был доктор. Он принял облик мастера по Фонтейну. Боюсь, что да. Ты прям капитан очевидность. Но почему мы видим его глазами? Да, он внешне и своими приемами напоминает Да, это, короче, это смесь Аята и Кицин. Это Кицията. У Нахиды, кстати, в английском языке приятный голос. Ты прекрасно знаешь, что это значит. Даже лучше, чем я. Значит, предательство оказалось ложью, в которую он поверил несколько сотен лет. Если предательства не было, оно существовало только в его сознании. Давай лучше куда-нибудь отойдем. Когда-то он очень зол, Паймон страстно к чему-то приближаться. Хорошо, Паймон, давай отойдем. Нужно дать ему время справиться с эмоциями. Да, шиперство произошло. Они обязательно должны встретиться, понимаешь? Но почему сказитель так разозлился? Блин, скажите честно, когда я озвучиваю Паймон, вам понятно, что я говорю? Мне лично нет. Теперь вы знаете все. Кацураги нашел кто-нибудь Кабикамона, блин, и поселил его в Татарстане. Потом доктор переоделся из мастеров из Фонтейна, и дальше случилось то, что случилось. Это был кошмарный эксперимент, спланированный доктором. Все было затеяно, чтобы посетить семена разрушения в Инадзуме, которые бы дали свой плод. Примерно так. После событий, которые вы только что увидели, в воспоминании доктор поместил сердце Нивы в устройство и передал его сказителю, а потом велел ему отправиться в город, чтобы собрать все отложения, образовавшиеся при лавке. Нагрузка оказалась намного так, чё? Ну так себе. Ну так себе. Ну? Немножко озвучки вам в ленту, да? Мастер ответил: Нива скрылся от наказания, но оставил тебе подарок, который ты всегда мечтал получить. Он взял его из груди самого невинного слуги. Секунду. Что-то у меня моя простуда. Простите. Извиняюсь. На злобного человека из мультика. Это которого? Напомним, пожалуйста, мультик, может я видел. Хунты всемогущие, знаете, доктор убил невинного человека и свалил на него все преступления. Какой кошмар! Предательство близкого человека может вызвать настоящий гнев. Теперь понятно, почему 100 лет назад он решил поквитаться с Райден. Но это не значит, что его месть была верным решением. Просто, я не знаю, это соревнование капитанов очевидности, понимаете? Каждый говорит вещь более очевидную, чем предыдущий. Классное у меня задание. Подождите немного. Можно пока побегать, смотрите.
устроить скандинавскую ходьбу. Ха-ха! Ферб и Ферзь. Это, по-моему, назывался Финис и Ферб. А у меня еще не закончился ролик, я сейчас добавлю. Дальше видишь, одна миссия такая длинная. Сейчас она закончится. Вы что, волнуетесь за меня? Если бы не наши прошлые разногласия, я бы мог подумать, что вы считаете меня своим другом. Мы просто хотим, чтобы все шло по плану. Разумеется, я сдержу свое слово. Там этот был... как его звали? Профессора Фофил Шмерц, по-моему. Но его голос вряд ли я смогу изобразить. По крайней мере, не сразу. Так. Irminsul does not keep records on the descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. Тейвата? Получается, мы ничего не нашли? Думаем, многоточие. Этого следовало ожидать, но все равно спасибо. Не спеши благодарить. У тебя такой расстроенный вид. Хе-хе. Я поделюсь с тобой информацией, которую знаю. То? Тебе что-то известно? Немножко водички. Где моя водичка? Conria was her first destination when she arrived in this world. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? Небеса откликнулись на зов. Это слова шута, ошибки быть не может. Он был магом во дворце, Конриар, и жил рядом со своей сестрой. Это шут, предвестник Фатуи. Статуи. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this info count towards my Эта mission? информация не из Ирминсуля, но я выполнил свою часть задания. Это ценные сведения. Очень ценные. Тогда мне пора уделить немного времени себе. Что? Что ты наделал, говнюк? Малая властительница Куснали права. Мои силы на исходе. Даже если я пущу в ход всю свою силу, поддерживать барьер мне удастся очень-очень недолго. Тайна, которую я тебе поведал, заслуживает небольшой благодарности. Надеюсь, ты ответишь на мой вопрос. О чем ты хочешь меня спросить, братишка? Дай мне свою руку. Давай. Это, по-моему, единственный момент, когда главный герой не улыбится, как дебил. Ты слышишь мой голос у себя в голове? Ты хочешь проникнуть в мое сознание? Короче, из-за этого момента ждем фанфиков по главному герою из Карамучи. Что? Подожди, а почему ты спрашиваешь? Достаточно. Что такое? Затем вы брались за руки. Мы просто водили хоровод. Без тебя, Паймон. Неважно, я просто хотел отблагодарить его за помощь. Стоп, его лицо. Он видел мое замешательство. Все дело так. Плохо дело, получаю. Господи, ну почему тайминги такие всратые? Извиняюсь. Сказитель, стой! Быстрая реакция. Но я не думаю, что мы еще когда-нибудь встретимся, братишка. С сегодняшнего дня... Чего? В смысле, а почему этих имен не будет? А, ты уже пишешь фанфик, нифига себе.
По правде говоря, я никогда не любил насекомых. Полчища этих мелких существ могут стать настоящей головной болью. Уничтожая их, я испытывал настоящее удовольствие. Главное, не трогай котиков, пожалуйста. Сказитель, сказитель! Ох, он исчез, мы должны найти его. О нет, он исчез. Эй, меня слышно? Нахида! Саске! Наруто! Меня внезапно остановила какая-то штука. Это дело рук сказителя, он отградил тебя. Вы рассказываете Нахиде о том, что случилось. Не думала, что он способен даже на такое, ведь сил у него почти не осталось. А может быть, он скрыл от меня часть своей силы, когда потерял поражение. Или сделал что-то, выходящее за границы его способностей. Давайте уже его искать, ребят. Вы просто ни о чем болтаете сейчас. Я понимаю, что игру надо продлить как-то, не знаю, чтобы люди подольше посидели, постримили. Ну можно, пожалуйста, вот одно и то же не повторять и идти искать этого сказителя, ребята. Давайте скорее покинем. Ну давайте скорее покинем. Надо было сразу это сделать. Ирменсуль. Каэды Харакат. Так. Друзья. Так, мистер Бист. Мистер Бист, это ты, да? Типа... А мистер Бист это блогер, по-моему. И ты его смотришь с озвучкой студийной банды? Ну, вряд ли в оригинале. В смысле другим заданием? В смысле, я не могу продолжить задание? То есть мне сначала надо пройти задание Нахида, а потом возвращаться к Скоромучачусу, да? Вы прикалываетесь, что ли? Ребят, вы прикалываетесь. Вы прикалываетесь. То есть сначала задание Нахиды на середине выполнять, а потом возвращаться к Скоромучачусу. Вы что? С ума походили, что ли? Ну? Какой Ильман? Это я уже начал миссию? Ильман, ты чё? Ты почему расстроен? Может тебя настроить? Видишь, злой такой, не спавший. Меньше в дотку катать надо, чел. Тебе норм? Yes. I think the Dendro Archon made a really good point. I need to stop dwelling on my life like this. Ну уж не давали бы мне вообще начинать квест со Скоромучи, да, до прохождения этого. А получается, что я на половине квеста прерываюсь, начинаю квест Нахиды и вот так вот через жопу все. Придется квест Нахиды еще проходить. Сны и все такое. А как тебя вообще зовут? Ну, кроме деда, конечно. Моя жизнь наладится, когда я перестану спать. Вы же искатели приключений. Не проводите меня до этого места. Почему бы и нет?
Even if you can't see your wife there, taking in some nice scenery will definitely help cheer you up. Yeah, Надеюсь. I hope so too. All right, go ahead and get Тогда yourself в ready. путь, давай. Хей! Are you headed off to some interesting place without telling me again? Huh? Wait, aren't you supposed to be answering questions? I just finished, and they really got a lot out of it. So many interesting and novel thoughts. Anyway, it looks like you're going Возьмите меня с собой, Why пожалуйста. don't you take me with you? Oh, there's no need to trouble you, great Dendro Archon. I imagine you must have many other important things to deal with. No need to stand on ceremony. Besides, I wouldn't have asked to come along if I didn't have a good reason. I wanted to use this opportunity to discuss with you some things that are puzzling me right now. Huh. I didn't know the great Dendro Archon could become puzzled too. I'm not all that different from you, you know. Alright, let's go. We can talk on the way. Ты Геншин сейчас проходишь, вау. Поговорите с Нохидой. Нохида. Что за фигня? Дай мне продолжить квест Карамучи. Хватит меня от него отвлекать, женщина. Time to go. Где ты, женщина? We're out! And we're at, an inn or something? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged. and Нет, nobody я will хочу тебе disturb помочь. Что я могу для тебя сделать? you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Ну, раз сама, значит Leave this сама. one to me. На нет, как говорится, суда нет. How bad is it? Nahida, will you be Тобой okay? все будет ок. Don't worry. If Don't my worry. assessment is correct, И though there may be Хагис. some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Her voice has gone. А, Настя? Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? Паймон не понимает великую властительницу рукохвату. Зритель задал необычный вопрос. Объяснение так. Лучше пропустить часть про великую властительницу рукохвату и рассказать только о Скородроче. He wants to change the Он past? хочет изменить историю? Но ведь это невозможно. Impossible. Это очень сложно. Right. You can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck Ну, в remember принципе, да, ты drinking it. права. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Паймон не Paimon's понимает. so confused. Кажется, он хочет стереть себя из истории. Паймон, ты в порядке? Sorry, Paimon accidentally. It's the Balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress. But Да. Я не помню там голос. Но я смотрел прохождение этой игры у этого, у Блэксильвера. possible in Irminsul? Это всего лишь моя догадка. Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. And it's still not working. Ладно, я постараюсь. Ты типа слушаешь на всю квартиру. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? Да, если сказитель сотрет себя из Ирминсуля, то это окажет так. При самом плохом исходе Кайдехар Кадзуха, господи, какая сложная фамилия. There's nothing we can do about it at this point. Hey,
Have you got any А, в ideas on Индии, what we should do понятно. next? Seems like now there's nothing left Будем for us спать, to do но but to go Паймон to точно не sleep. сможет уснуть. But Paimon's still И so я не смогу worried. уснуть. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. Привет, Чоко, добро пожаловать на канал, подписывайся, ставь лайки, будем играть вместе. Да, у Паймон классный голос, но такой высокий, да, и с одной стороны высокий, а с другой стороны не бьет по ушам. So, how about we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, Если это не поможет, Паймон просто сойдет с ума от беспокойства. Ладно, Паймон начинает. Первое блюдо. Рыбный сосытек. А еще куриный сосытек с грибами. Блинчики к чаю, сливочный рагу, обжаренные матюкатка. Еще острая курица на пару, миндальный тофу, питательный салат. А еще искушение адепта, сайки с креветкой, суп 3 вкуса, яичный суп из локоса. А, она сейчас так уснет, короче. В итоге вся в слюнях. Ой. А вот и ночка. Интересно, путешественник в шоке. Паймон, а что с тобой? А что Паймон только что делала? Паймон, кажется, что-то говорила. Все забыла. Ты так переживала о сказителе? Сказитель? Это блюдо? Какое странное название. Что? Крупный план? Паймон не помнит о сказителе? Такое чувство, неужели он добился своего? Но разве это возможно? Кажется, что-то не так. Все в порядке? У тебя глаза размером с блюдо. Паймон сказала что-то не то? Да нет, все четко. Этот сказитель, он кто? Похоже на какое-то прозвище. Да так, бомж какой-то. О, блин. Мы в шоке. Если все случилось на самом деле, неужели нужно проверить, что еще поменялось? Паймон, пошли со мной. Немножко проветришься, да? Хочу наведаться в Инадзуму. Что? Паймон готова, но у тебя такое выражение лица, будто случилось что-то серьезное. А сейчас нету времени объяснять. Инадзума Shine Internal, ребята, запомните это навсегда. Хей, так. Мистер Бист. Эй, я жду. Ну, я тебя уже добавил. Анастасия. Так. Куда мне? В Татарстан? Ну, долбаные отметки постоянно меня мучают. Так, нажимаем. Нет, не в Татарстан, а к кузнецу. Это в том месте Кадзуха ковал свой супер живой мега супер меч. Который, кстати, я ношу с собой, если что. Ой, куда стоять? А, подожди. А, мне же он был недоступен, по-моему, да? А почему я смог его дальше проходить? Подожди, стой. А, странно. Смотрите, у меня голова про скоромучу разблокировалась, оказывается. Вау, кайф. Так а зачем к тебе заходить, скажи? Я сейчас сюжет снимаю, не? А вот мы и в кузнице Аменомы. Давно не виделись. Здравствуйте, я хотел кое-что спросить. Разумеется, слушаю. Расскажите мне о Райден Гокедан. О, не ожидал услышать такой вопрос. Что ж, если хочешь, я еще раз расскажу тебе, что знаю. Когда-то в Инадзуме существовало 5 великих школ Райден Гокеден. Господи, я не буду их все читать, сложно.
Ой, ну ты видишь, у меня стрим, я снимаю сюжет. В данный момент. Умно играть тогда, когда не снимаю. Либо снимать отдельные кооперативные видео. Постепенно школа Райден Когетан стали приходить в упадок. Из 5 великих кланов остался только наш клан Аминома. Так что без обид. Ну, ты понимаешь, да? Ну. Ты же не придешь на работу к строителю и не скажешь, пойдем продавать мороженое. Он может его продавать, когда не строит. Если я правильно помню, ты своими глазами видел, как он ковал клинок Иси. Ну, вообще-то да. Он со мной вообще-то. Да, Паймон тоже это помнит. Тогда мы и узнали, как 5 школ Райден Гокэден, надо запомнить, пришли в упадок. Паймон чуть не заплакала. А что стало причиной упадка? Ну-ка давай. Это еще одна печальная история. Вообще-то я ничего об этом не знал. Долгие годы я лишь слышал о том, что другие кланы пришли в упадок. Но причины оставались мне неизвестны. Задавшись этим вопросом, я решил обратиться к Кайде Хариказухе. Примерно так, да. Он сказал, что мы с ним оба наследники Райден Гокэден. А раз так, я должен знать правду. Могу рассказать все и тебе, вот только это очень печальная история. Ну, чё, у меня выбора нет, давай, все по сюжету. Райден Гокэден стали жертвой кровавой мести потомка одного погибшего оружейника. Мести? За 100! Говорят, более 4 веков назад в горне Татарстуны произошла авария. Некий оружейник бросился в горн спасти людей, забыв о собственной безопасности. Татарсуне использовали прекрасные технологии ковки и плавки, а надзирал за работой один из офицеров оружейной палаты. Он носил фамилию Нива, хотя был связан родственными узами с кланом Эйдехара. Офицер оружейной палаты Нива вместе с оружейником бросились в горн. Проблему удалось решить, но оружейник погиб героем, но в результате жизнь его семьи оказалась разрушена. Его сын остался сиротой, возненавидевшим весь мир. Он винил в своем городе всю Инадзуму, винил Сёгуна, которая не придала значения смерти его отца, винил всех, кто не мог его спасти. Он был бессилен что-либо изменить. Он передал свою ненависть дальше, детям и внукам. Ненависть передавалась его семье по наследству, и жизнь его потомков была полна мучений. Если бы тем все и кончилось, но 100 лет назад глава семьи решил, что больше так продолжаться не может. Но и изменить судьбу был не в силах. Примерно так. В конце концов, он принял крайне радикальное решение – отомстить Райден Когетан, выплеснуть накопившийся гнев и поколебать основы кузнечного дела в Инадзуме. Ярость обуяла его, и он не знал жалости. Он был выходцем из Хакуме, но не пощадил даже ремесленников из своего клана. Он хотел разрушить Райден Когетен до самого основания. Но когда Мститель добрался до кланов Кайдехара и Камисата, удача ему изменила. Так, водичка, 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 водичка. О, вкусненько. Как-то так. Так. Was there anything else you wanted to ask?
Так. Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. У матросов больше нет вопросов. My pleasure. Да, не за что. И по твоему лету ты хочешь еще куда-то отправиться, а Паймон ничего не скроет. Тогда вперед, показывай дорогу, а Паймон полетит за тобой следом. Вот, видите? Я научу вас картавить весь алфавит. Time to go. Так. Вы здесь, это комиссия ястера. Значит? Traveler. It's been А, a while. давно не виделись. Привет. If you're looking for the commissioner and Miss Kamisato, I'm Помогите. afraid your timing Что у is тебя там случилось, unfortunate. рассказывай. They're not here right now. Are they out on business? Отбыли по делам? The commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go Ну in? что, зайдем? Прошу прощения за беспокойство. Можно нам прогуляться по двору? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the commissioner and Miss Kamisato, Вообще странно, да, что I без think it should be разрешения он их okay. пускает. We'll be heading in then. Thanks. Но так ужас бури — это одиночное задание. И туда надо постепенно снизу подниматься. Там по онлайну не поиграешь. Бабушка, можно кое-что спросить? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? А что вы хотите узнать? Как поживает глава комиссии и сестер? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the commissioner's behalf. As for the commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does В последнее seem to время он be в in a хорошем rather настроении. good mood these days. So pretty much business А as все usual как in the обычно, Astro да? Commission, huh? Very much so. Да. Я так и думал, но все-таки больше большое облегчение, зная, что с ним все будет в порядке. Got any more questions? Ну что, есть вопросы? Нет, спасибо. You're very Не welcome. благодарите. In Очень fact, хочется, I чтобы would вы love навещали нас nothing почаще, more than но for я you знаю, to что у come вас and очень visit много more дел. often. But I'm sure you must be far too busy to have time Да. for that. Miss Kamisato Госпожа talks about Комиссата you часто all the говорит о вас. time. Кажется, она She очень seems счастлива so найти такого thrilled to друга, have как you вы. as a friend. Она считает, что вы She's очень always талантливая saying и how выдающаяся talented you личность. are and how much she admired. I must say, Чувствую, что после many вашего things приезда в in Назуму Inazuma seem многое to have начало taken a меняться к turn for the лучшему. better Так что since мы you все считаем arrived вас here. нашим героем. So you're not Вы just мне Miss льстите. Kamisato's knight. I mean Это чистая Whenever the правда. commissioner Обычно Томо dines at всегда home, составляет компанию Tomo главе комиссии во время always трапезы. joins him. Мне так приятно им I always прислуживать, find myself слушать at их my беседы. most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away.
У господина столько дел, что иногда ему приходится обедать не дома. Но если он успевает, то обязательно обедает здесь. Говорят, все благодаря кулинарным способностям Томы. Он прекрасный повар. Господин очень ценит его домашний уют. Телеграм или что? У меня был... Я ВКонтакте есть. Госпожа комиссарта иногда тоже присоединяется к трапезе. Да вся семья собирается вместе, они любят поговорить об интересных людях и событиях и всегда вспоминают о вас. Много лет прошло после кончины прошлого главы комиссии и его супруги. Многое произошло с кланом комиссата. Меня в Дискорде нету. Только ВКонтакте и Телеграм. Сейчас, подожди, я посмотрю, как я там называюсь. Не помню уже. Я в Телеграм не часто хожу, подожди. А я что-то не могу найти свой логин. Короче, кидай потом куда-нибудь... Возьми какое-нибудь уже выпущенное видео и кинь туда свой телеграм, если хочешь, чтобы я нашел. Потому что я свои данные на аудиторию не называю. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Поэтому возьми какое-нибудь любое видео и напиши там телеграм в комментариях. А потом, когда я тебя добавлю, просто его удалишь. Так. Татарсуну. Хорошо, ладно. Берегите себя. До встречи. Уже уходите? Да, мы узнали то, что сейчас нас интересовало, не переживайте. Хорошо, счастливого пути, до свидания. Отправляйтесь в Татарстан на поиски подсказок. О, господи, опять этот Ксавье. Он раньше нас так гонял по дебильным заданиям, что хочется ему, честное слово, с ноги втащить в челюсть. Не могу поверить глазам. Алросы пойму. Да. Ксавье, что ты здесь делаешь? Я был в основной области, а теперь я здесь по делам. А вы как здесь оказались? Нам нужно кое-что выяснить. А ты знаешь что-нибудь о Татарстане? Конечно, я изучал местный город. Если ты хочешь что-нибудь узнать, я буду рад тебе помочь. Тебе известна история этого места? Как мои 5 пальцев. Знаю, я много раз здесь наведывался. Кроме того, я встречал в Иназуме людей, чьи семьи много лет назад жили в Татарстане. Они сказали, что вся эта история правда. Расскажи, пожалуйста.
Такой неожиданный вопрос. Боюсь, в 2 словах это не расскажешь. Вы наверняка знаете, что у Татарстана длинная история. Насколько я знаю, история Татарстана как одного из главных кузнечных регионов Иназумы насчитывает более 1000 лет. И за это время с городом случилось 2 аварии. 2? И какие же? Одна случилась совсем недавно, в последние годы, а еще одна несколько веков назад. Кстати, я слышал от жителей Иназумы, что когда-то в Татарстан тоже приезжали мастеры из Фонтейна. Похоже, наши земли с давних пор обмениваются технологиями. Вот мастер из Фонтейна жил в Татарстане важным гостем. Мастер, видимо, история о том, как доктор испортил горн, осталась прежней. Эй, ты захотел расспросить Ксавье о Татарстане. Ну давай, заспрашивай. Вообще-то я уже спрашиваю, пойму. Я не думал, что вам захочется углубиться в эту историю. Да, не знаю, что с ним такое сегодня. Постоянно расспрашивает о прошлом, как будто к экзамену готовится. Эх ты нехорошая женщина, ты сама меня заставила спросить. Ой. Вроде того, поэтому хочу задать еще один тебе вопросец. Да, конечно. Ты что-нибудь слышал о кабукимоно в Татарстане? Кабукимоно? Не слышал. Что-то он скрывает, да? Я знаю, что в Иназуме так называют чудаков, которые странно одеваются. Очень хочется повстречать человека, который походил бы под это описание. Ну, как бы ты уже подходишь, чел, ты очень странный чел. Понимаешь? Да, хорошо, я потом найду. Спасибо тебе, Ксавье. Да, не за что. Уходим. До встречи, Ксавье. О, да не за что. Рад, что смог тебе помочь. До встречи. Кажется, ты уже узнал все, что хотел. Нам нужно вернуться к малой властительнице Кус Анали. Хорошо. Правда, Паймон не понимает, что с тобой сегодня такое. Тебя как будто что-то беспокоит. Да, хорошо. Спасибо тебе, Паймон. И оставь эти любезности. Пора встретиться с Нахидой. Целых 5 гемов? Ничего себе. Вы когда-нибудь видели 5 гемов в своей жизни? А вот я только что видел. Так, ладно, отправляемся в особо опасное место. Time to go. Hey, it's them. Akaba, Sawada, you're still here? Вы обсуждаете свои работы. Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk У нас to us есть about? время, но о чем вы хотели бы поговорить? The same topic we Разумеется, discussed все о том last же. time. Obviously. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Unfortunately, we haven't made any real progress. Последняя часть у тебя вышла отлично. Oh, of course. Читаем. Читаем. Кому надо, ставим на паузу и читаем. Еще читаем. Если хотите, вот еще читаем. И еще читаем. И читаем. И еще немножко читаем.
Я думаю, можно еще и почитать, да? Так, все, почитали? Молодцы. I presume you'll want to read mine as well. Here. А это я, ну, господи, еще один читатель, господи. Задолбали читать, читаем. Читаем. Чего сколько? Читаем. Читаем. Лет имеешь в виду? Читаем. 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 Все? Молодцы. Многоточие. Содержание изменилось. Мы даже не читали. Может быть, вы читали? Кадили хотела стереть оба свое имени. Ну как? Просто потрясающе. Hey, traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we Конечно. Конечно, естественно. What did you find out? А что вы обнаружили? Что-то важное. Это долгая история. В общем, у нас есть друзья в Надзуме и... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here Да, after all. призраки здесь вообще This ни при new чем. information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Нам уже пора заняться другими делами. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Time to go. Nahida, we're here. Traveler, Paimon. Длинный же квест, да? How have you been? Наверное, из-за того, что я не пропускаю диалоги. Ха! Had a moment's rest this whole time. That night, we ended up The Balladeer? This sounds like some kind of code name. You look troubled. Is there something you need to tell me? Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset.
quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond Teyvat. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Минута молчания, да? Все хорошо, нормально. Не парься. Да, была бы озвучка главного героя, было бы намного лучше, да? Почему его не озвучили? Помочь что-то еще? Что-то, о чем ты не можешь рассказать. Знаешь, я просто ощущаю какую-то пустоту. Судьбы умерших не изменились, да? Да. Что случилось? Видишь ли, это ведь трансляция, а у трансляции есть задержка. То, что я снимаю, ты видишь примерно через секунд 15-20. То есть, если ты что-то спрашиваешь, ты получишь ответ не сразу, потому что у трансляции есть маленькая задержка. Все части согласуются между собой. Я очень старый. Вот меня можно назвать дедом. Мне на данный момент 26 лет. И хорошо, что не 26 тысяч лет. Не просто 26. Это все, конечно, очень логично и разумно. Вот только для его друзей история все равно закончилась трагедией. Паймон ничего не нравится. Он все отдал ради того, а толку никакого. Это звучит так безнадежно. Нет, мне 26. Я старее, чем ты думаешь. У меня уже песок сыпется. Подождите-ка, я хочу кое-что проверить. Нашла кубик. Оказывается, у меня есть еще кое-что, странным образом подтверждающий рассказ путешественника. Что это? Запись из моей личной коллекции данных, запрятанных в укромном уголке. Капитана Смолета? Это сказка? Кто ее написал? Все совпадает. Эту запись сделала я сама, пока сидела в туалете. Что?
Ты написала сказку, и она связана с мучачей. Мучачес. В контексте истории, которую я рассказал Аллару, становится ясно, что это аллегория. Все в ней является символом, указывающим на что-то иное. Погоди, эта история сохранилась с прошлого-прошлого? Да, во всех остальных записях информация о Мучаче или Кабукимона была изменена. Но эту историю я записала так, что она осталась нетронутой. Изменение информации в Верминсуле меняет и Тейват. Нифига себе, вы что, офигели целый Тейват менять одним деревом? Сумеру. Просто невероятно. Как ты до этого додумалась? Думаю, эта мысль отправить в Верминсуль путешественника со сказителем была еще одной мерой предосторожности с моей стороны. Так, примерно да. Если соединить три части воедино, то выйдет история, которую рассказал Алрос. Утраченная история жизни сказителя. Показывают история, классно, лисички, смотри, какие-то страшные штуки еще, облака. Это кота-облачки. Жалкие создания. Но вскоре чудовище обрело утешение. Среди лис появился еще один чужак. Это был деревянный котенок, брошенный людьми в лесу. Короче, это аллегория на этого, на нашего мучачу. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Такое счастливое разрешение всех бед чудовище пришло в ярость и разожгло на горе огонь. Испуганные животные в панике бросились в рассыпную. Лишь одним способом можно было погасить пламя – принести жертву. Когда сэр Лис обратился к чудовищу, он сказал: «Ты самый умный среди нас. Наверняка ты знаешь, как справиться с бедой». Чудовище улыбалось, подвело лиса к огню и убило его. Сердце серого лиса превратилось в прекрасную каплю воды, прозрачную и безупречно чистую. Блин, какая-то слишком жесткая история для детской игры. Да, в принципе, в Геншине такого хватает, да? Quench the flames, and die for your fox kin. The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. Я даже залип.
is not just the Balladeer's story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was Там получается уже почти 2 часа стримим. Для стрима это немного, но для Геншина уже более-менее. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished. Это, видимо, с самого начала. The Balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still А как ты так такие буквы У делаешь? Before he vanished, Клавиатура не на русском, да, типа? That Conrial Нет, was where ты же your по-русски twin пишешь. first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui. Я впервые ощущаю подобное. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone Вот почему cannot мудрость answer сама all по our себе не дает questions. решений. Мы наблюдаем, размышляем, обретаем понимание, но вопрос по-прежнему не дает нам покоя. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Именно как ты всегда и поступаешь. Yeah, Mihiru's right. Cheer up. How about we go get something to eat? Понятно, ты We can pick up this heavy не с России, conversation да? again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? С Белоруссии? Got it. Come on, traveler. You need to get out of Прикольно. your head for a while. Завидую, у вас хотя бы можно игры в Стиме покупать. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. Так. Так. Это вроде посередине, да? Отсюда не добежишь, оттуда. А, ты из России? Понятненько. А, часовой пояс московский, да? Ну, по Москве время. We're here. What should we eat first? А, чуть-чуть знаешь белорусский. Ну, это хорошо. Это, наверное, кто-то из родственников тебя научил, да? Белорусский. Hey, are you gonna answer or А у вас what? 19:21. А у нас еще только 17:21. Так. Извини, я просто... Дай мне немного времени. Мне нужно кое-что обдумать. О, Whatever ну you как want. хочешь, Паймон подождет, пока ты додумаешь. И тогда мы наконец-то перекусим. Then we can get something to eat. Ну, ты молодец. Реально молодец. Когда сам хочешь что-то выучить, это всегда круто. What is it? Have you figured it
all out? Зашибись, ты надумал? Why'd you jump up all of a sudden? Ты чё, вскочил? И смотри на лицо его. Вообще капец. И английский, и французский, и испанский, нифига себе. Excuse me, boss. There seems to be a small problem Вот это у with the нас last bill. Look, сейчас школьники все знают. А я не знаю. Я знаю чуть-чуть английский и все. И русский. Чё? Hey! Hey, wait! Кормуч? you mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my И last two немецкий, fresh вау. sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, Ты, наверное, и песни Рамштайна понимаешь, да? what is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe Да it's я the понял, city. что это этот It's so мучача. exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? Это сказитель. He's who? Кто? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. Какой-то он I'll дурачок. find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are Ну, you вообще, да. a drifter or something? По сути, он That's бродяга. right, I am. Да, я бомж, тот We самый can и talk more есть. about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Пойдем за ним. Okay, stay out of sight. Don't Ой, let him господи, see you. только не стелс, пожалуйста. Разработчики, вы просто издеваетесь. В этой игре стелса быть не должно. А, нет, не стелс? Ладно. Ладно, забираю свои слова обратно. Time to go. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his sunsettias? Isn't that a Тише, bit too Баймон, cruel? заткнись. Oh, alright. А, ладно. This should be enough. Этого должно быть достаточно. Думаю, мне стоит помыть их Guess I перед should тем, wash как them before I отнести. take them back. Главное, не писай на них. Не то чтобы не поверил, если бы сам этого не увидел. Huh? М? You two over there. Is there something I can help you with? Вам чем-то помочь, мужики? А, он спалил нас, валим. You've been following me all the way from the city. I'd have to Вы be blind следили not за to мной всю notice. дорогу. Ты прав, мы за тобой следили, да. И что ты со мной сделаешь? Have we met before? Мы встречались прежде? No, we haven't met. Нет, я вас раньше не видел. But you know me? А вот ты, похоже, меня знаешь. Да, да.
Я тебя бил недавно. Это довольно запутанная история, но я тебя знаю. Ты уверен? Sorry, but I just can't take your word for it. У меня есть доказательства, мужик. Ты кукла, правда? A puppet? What makes you think that? Что? You were right. Ты прав. Только взгляни на его лицо. Ну, обычное I лицо. guess you do know me after all. Похоже, ты меня и правда знаешь. Я не делюсь этим с каждым встречным. Look, Я просто странник, бродяга и ничего больше. Но, наверное, у тебя была важная причина, чтобы разыскать меня. Я хочу сводить тебя в одно место. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Давай, отнеси. Давай, бегом. Are you really working for that guy? Ты правда служишь у него на побегушках? Да еще и бесплатно, по его словам? Это правда? Yes. Да, он приютил меня в своей повозке, когда гроза застала меня за городом. Взамен я предложил на время стать его помощником. Удивительно мило с твоей стороны, мужик. Позвольте мне отнести фрукты, а потом я пойду с вами, окей? Ладно. Вернемся в город. Да? Вернитесь к фруктовой лавке. Follow the wind. Here you go, boss. Господин, я оставлю все здесь. Oh, you really went И and правда picked some сходил more. за ними. А кто это? Who are these two? Something's come up, and they need Что to borrow me. случилось? И мне нужно пойти с ними. Sorry, boss. Простите, господин, I'm какое-то afraid I'll be время я away не from смогу the stall помогать for a лавке. while. Ох, I was just about to pay you ты славно. anyway. И как раз Go wherever you want, kid. дать насчет тебе Don't waste чего? your time here. Дать расчет тебе справа. What? Что? I get it, okay? Что тут непонятного? You Ты just хотел мне wanted to help помочь me в out, благодарность to за то, thank что me я for giving you укрыл тебя shelter от from the дождя. rain that day. Даже Мору дать Even отказался. then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, Ну, it was раз pouring сказали. down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Играй. Imagine you were me Конечно. for a second. It's a little weird, Представь себя right? на моем месте. Довольно Why is странная this guy картинка, правда? traveling during a Почему rainstorm этот if he's парень not идет trying to под get дождем, если somewhere? он никуда конкретно не And why is he направляется? taking a shortcut through the Зачем open идти country к бездорожью, if если he's not путь even in a резать ему hurry? явно не к чему? But anyway, taking you in didn't put me out even Но slightly. мне совсем в You don't тягость owe me было a thing пустить тебя for под it. крышу. Certainly Ты not мне all ничем не this. обязан, и уж Your точно не time is должен тратить valuable. тут дни You know, впустую. you should Время go ценная live your штука. life. Так живи своей жизнью, чувак. Но у меня нет жизни. No. А you're вы right. правы. Then I suppose this is where we say goodbye. Прощаемся на этом. Еще раз спасибо, Thank что you again подвезли for меня до taking me города. into the city. Don't Не за что, mention it, паренек. kiddo. Я за I've те run into годы, all что kinds of тружусь, столько characters разных over the людей years. видел. Надеюсь, ты I найдешь just свой hope you путь. find your path. Thank you. All right, done. Готово. Thanks for waiting for me. Спасибо, что подождали We меня. can go Теперь now. мы с тобой сможем пойти. Time to go. Time to go. Нахида! Опять мы к ней What's пришли. wrong? В чем дело? Are you? Hello.
Привет, я прошу прощения за вторжение. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called a previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. Мы просто думаем, с чего начать. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. Давай, показывай ему I want to воспоминания. experience my own transgressions. Сейчас, наверное, опять с ним драться будем, Cause your да? present self great mental anguish? И все пойдет Just a сначала. puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here.
Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Очередной данжик. This looks like Похоже на Инадзуму. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. Реально Инадзума. These Похоже memories на will show you the воспоминания raw Казухи, truth. кстати. But be aware that Видимо, у них enemies may одинаковые react воспоминания just по like in the real дизайну. world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in. I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The Balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. What? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us.
Time to go. Huh? What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that could be wielded with an iron will. Or you can continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? The long-fated rebellion has begun. Why not take... This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere. And... Hey! Look over there! Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never failed to find ways to complicate things.
I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Looks like we have arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes,
You are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever, can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, вот так, видимо, и появился новый персонаж, за которого мы можем поиграть. И поэтому он анимешный. Да, было бы глупо, если кукла Райден была бы тоже электро. Получилось бы то же самое Райден морского пола. Кукла, что он здесь делает? О. Как по мне, ты тоже человек. И в сборе отлично. Прекрасный клинок. Нагамаса будет в восторге. Это мои... Извиняюсь. С ним все в порядке? Нет. О, мысли. Обычный мечом леса убьет меня. А вообще у меня сейчас геологи ГГ стоит. Смотрите, неэкономично. Вау. Происходит эпик. Вот так вот Мучачес стал странником. Нифига себе, борозда, видали? О, он получил глаз аниме-бога. Газитель. Ого, смотри.
Кстати, первый раз мы видим, как персонаж получает глаз. Он просто упал к нему. Умри. О, серьезно? Что нифига не отнимаем, уйди. Это обратно опускаемся теперь. Ну. Мало меня. Нет, давай без этого. Стой, иди. Тихо, взлетай, нет. Могу я покормить его? Крамуча, будешь кушать? Яйца хочешь кушать, да? Что дофига наносит? Ну, в смысле, скормучиться. Кстати, заряженная атака меняется, когда он в воздухе. Не, стой. Это еще льдом бьет. Здесь не хватит энергии. Летать. Диски воздушные прикольные кидают. Подождите, тихо. Жестко. Жестко. Ты там голодный, да, опять? Прости. Жестко для сюжетного боя, ребят. Вы меня ходите, а? Добивай. Да, но не очень. Эпично добьем. Вот так. Под затыльником воздушным. Imbecile! Get out of my sight. Берись, идиот. Сейчас. Мы что, победили? What did you expect? А чего ты ожидала? Разве я мог проиграть? Вернулось его высокомерие. Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. А теперь прошлое может настигнуть тебя. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Продолжать разговор после выхода. Давай. Нет. Я, но не я. Понятно? Понятненько. Welcome back, traveler. Paimon, Balladeer. Она бы нас поженить собралась. Paimon's exhausted. Извиняюсь. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. Ты больше не хочешь называться сказителем? После того, как я узнал обо всех деяниях доктора, я не хочу называться именем, которое связано с ним. И не планирую возвращаться к Фатуе, и они все равно не приняли бы меня обратно. Недавние события затронули очень многих. Они могут даже не вспомнить про номер 6. Решил навсегда попрощаться с Фатуей? Назовем это тактическим отступлением. It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me.
But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other Это people, непросто. these are not simple things to accomplish. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. Какая нелепость. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. Да, умно, I guess действительно. you could say that's one of Это my из одно моих достоинств. Ну, правда, это же фонд мудрости, как-никак. So if embracing my Нахида sins is what it takes to не make этой me логикой useful again, руководствуется. so be it. Вот так вот. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. Вы типа за You're справедливость, into пацаны. justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what Давай secrets can be продолжай. uncovered. Я-то как бы не Including the против. beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? Спасибо, надеюсь, ты сможешь найти ответы. I will try. Traveler. Что? After I dove into the information torrent in Irminsul, why did you go Потому to что я хотел Inazuma? узнать, кто ты изменил, чел. So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing.
Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. Привет. Поздравляю тебя с твоим 1012-летием. А, можно будет сейчас его назвать? Классно. Дадим ему противное прозвище, да? Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, Ты хочешь, чтобы мы дали ему имя и приучили к лотку? Ничего себе. У тебя есть предложение, чувак? Так, правило изменения имени. Так. Так, ладно, я понял. Да. Ну-ка, а на русском можно? О! Пускай. Акакий. Are you sure? Зачем его называть Скоромучий? Это же скучно. Его уже звали Скоромучий. Да, я думаю, это подойдет. Типа, окей, будет по-твоему. Вот теперь у тебя есть имя, чувак. What about a nickname? You done yet? Акакий. Я еще думаю, не торопи меня. Take your time. Какую страшную игру ты нашла? Кстати, если любишь страшные игры, советую тебе посмотреть на твиче этого Артура Блэксильвера. Ну, Black Wolf он там называется. У него специализация — это страшные игры. Я у него посматриваю иногда. Говоришь о Фатуе? Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. Да, люди все равно заслуживают правды. Понятненько, тебе решать. Фига себе, уже почти 3 часа стрим. Геншинский. О, Ро. Ро. Не хмурься. Давно все будет четенько. Ладно, давайте на этом закончим. Прощай, мудрое божество. И вы тоже прощайте. Акакий, блин. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Да, ему многое нужно осмыслить. Препятствий было немало, но теперь все посади. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. Интригующая загрузка. Однако. О, наконец-то. Опять будем читать, ребята. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah,
I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, Taiwata Nagamasa, was forged, the people rejoiced. There was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Смотри, танцует, танцует. Вернитесь к месту отдыха, чтобы отдохнуть. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. В награду я куплю тебе вкусняшек. Ура! Как здорово. Look at the vase. Что такое? Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. Короче, она все забыла. You sound lost and confused. Просится ко мне. I know why you are troubled. Any who knew of Мне this скоромучий would какой-то find просится. their mind Страшно. overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate Кто это? of Teyvat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? Кто-то со мной When a общается. small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground, whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know Откуда ты about все me? это знаешь? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? Я уже сам It looked засыпать like a начинаю. villain coming out of nowhere and saying all that scary stuff. Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get Да someone уж to clean найди, it чтобы up? убрать. It feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Инверсия бытия. Промежуточная глава завершена. И это хорошо, да? Что-то такое. Не надо мне в браузер заходить. Уходи, уходи, уходи. Всё. Так, ребят. Новенько.
А, понятно, сказители. Давайте крутанем, что ли. И ничего не получим, как обычно. О, скоромучишь, лети, лети. Вот, примерно вот так все происходит у меня обычно. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом закончим. Потом обязательно продолжим, да? А пока, пожалуйста, подписывайтесь. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. И, как в народе говорится, всем пока. Academia? Did you hear what happened this time? It's the academia. This scenery is wonderful.